Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень простые и быстрые хачапури. Сложных ингредиентов вам не понадобится, уверена, что все продукты есть у вас дома, поэтому готовим очень быстро, а главное вкусно. Но прежде чем я расскажу подробности, не забудьте подписаться на мой канал. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также такой же список вы найдете в описании под этим видео. Приготовление мы начинаем с теста. Натуральный йогурт смешиваем с яйцом, растительным маслом и солью. Все перемешиваем и отставляем в сторону. Муку смешиваем с разрыхлителем и будем частями добавлять в наши жидкие ингредиенты. Сначала замешиваем все венчиком. Когда становится тяжело, переходим на ложку. И продолжаем все вымешивать. Для удобства вы можете воспользоваться миксером с насадками, либо в планетарном миксере замесить, либо же руками, как я. В общем, делайте так, как вам удобно. Добавляем оставшуюся муку, и когда уже ложкой становится тяжело мешать, я замешиваю тесто руками. У вас должно получиться плотное тесто, которое не липнет к рукам, оно довольно тугое. Вымешиваем тесто на рабочей поверхности буквально 2 минуты. Перекладываем тесто в чашу, накрываем полотенцем и даем отдохнуть 20 минут. Теперь переходим к приготовлению начинки. Начинка у нас очень простая, но от этого не менее вкусная. Сыр смешиваем с одним яйцом, и все, на этом наша начинка готова. По желанию вы можете, конечно, добавить любую зелень, чеснок. Тут уже вы можете фантазировать, как вам нравится, а я готовлю самый простой вариант хачапури. Начинку визуально делим на 4 части по количеству хачапури. Всего из общего количества теста у нас получится 4 хачапури. Тесто также делим на 4 части. Вот такое оно получается плотное. Не липнет к рукам, но рабочую поверхность все-таки присыпьте мукой для удобства раскатывания теста. Каждый кусочек теста мы раскатываем и в серединку добавляем начинку. Скрепляем края теста и формируем вот такой вот пирожок. Теперь этот кусочек нам нужно раскатать скалкой для того, чтобы получилась ровная лепешка. Не переживайте, начинка не убежит, тесто не порвется, оно довольно покладистое, тугое, поэтому ничего рваться у вас не должно. Вот такая лепешка получается. Можете раскатать потоньше, можете потолще, как вам нравится, но желательно, чтобы она не была слишком толстая, чтобы тесто хорошо пропеклось. Если вы хотите сделать совсем маленькие лепешечки, то можете разделить тесто на 6 штук и начинку, соответственно, также, но тогда хачапури будут очень маленькие и будут скорее напоминать пирожки. Но если вам так нравится, конечно, можете делать и так. Всего у нас получается 4 штучки. Если вы хотите приготовить хачапури с мясом, то мясо желательно отварить и уже тогда формировать начинку. Иначе сырое мясо просто не успеет приготовиться на сковороде, поэтому не рискуйте и готовьте хачапури либо только с сыром, либо с отварным мясом. Итак, сковороду нужно хорошо разогреть и на раскаленную сковородку отправляем наши хачапури. Сковородку мы ничем не смазываем. Она должна быть сухая. И обжариваем с двух сторон буквально по 3 минуты до румяной корочки. Температура средняя. Следите, чтобы хачапури не подгорали. И еще горячие хачапури смазываем сливочным маслом и отставляем в сторону. Таким образом мы будем обжаривать все 4 хачапури. В процессе выпекания хачапури будут немного надуваться, это нормально, так что не переживайте. И теперь у нас готовы все 4 хачапури. Посмотрите, какие они мягкие, пышные.
большое количество сыра, получилось просто бесподобно. Не знаю, кому может не понравиться этот рецепт, но все, кто любят выпечку с сыром, пирожки, это прям идеальный рецепт для вас. Очень простой и вкусный. И не забудьте оставить ваши комментарии, если вам есть что мне сказать. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!